Ребята, и снова здрасте. Вы на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы будем делать интересный рыбный финский суп. Или иначе пишут уха. Но уха – это древнерусское слово, которое означало юха. Юха – это отвар. Он мог быть и овощной, он мог быть мясной, он мог быть и рыбный. Суп. Так как в Руси было очень много праздников, поста, люди постились. И чаще было много озер на Руси. Ловили рыбу и варили с нее юху. Отвар с рыбы. И постепенно ю заменили на у. И получилось уха. И именно из рыбы. Так я говорил, на Руси было много праздников, где люди постились. Они ели рыбу. И чаще ее готовили. И поэтому уха означает только рыбный суп. Значит, ни в Скандинавии, ни в Европе нет слова уха. Есть рыбный конкретный суп. Сегодня мы с вами будем делать рыбный финский сливочный суп. Я его давно обещал вам сделать, а сегодня мы его с вами обязательно сварим. Мы купили сегодня семгу 3 килограмма. Но я ее разделал, филе, голову отрезал, плавники и решил сегодня сварить этот суп. Ну, пойдем варить? Да, а еще самое главное, ребята, я забыл поблагодарить своих подписчиков, которые продолжают ставить мне лайки, поддерживают меня, мне очень приятно, это дает мотивацию творить еще больше, лучше и вкуснее. Вот так, как я вам говорил, взял филе, одно я заморозил, а с этого половина филе мы сварим суп, половину я засолю. Как я делаю малосольную семгу, у меня есть на канале. Посмотрите, малосольная семга. Очень вкусно, рекомендую. Вот мы разделали ее голова, плавники. Взяли специи, лавровый лист, перчик горошком и душистый перец. Масло, сливки, лук-порей. Ребята, я очень люблю лук-порей, он придает глубину вкуса и дает насыщенность такую сладким оттенком. Очень вкусно, рекомендую. Но его нужно хорошо промыть. Разрезать и хорошо его промыть. Он промыть тщательно. Значит, 2 картошки, 2 половинки морковки. Почему 2, я объясню. Начнем варить бульон. Раньше мы будем варить голову, хвост и плавники, чтобы сварить насыщенный бульон. Ну вот, наша кастрюля на огне. Будем укладывать хвост, голову и плавники. У нас будет насыщенный, прекрасный бульон. Ну и сразу же отправим специи. Вот так. Давайте мы отрежем часть рыбы, остальное положим в холодильник, потому что очень жарко у нас. Вот такой вот идеальный филейный нож, я его очень люблю. Очень тонкий и очень удобный. Ручка прорезиненная. Ну вот. Так. Ну и давайте снимем кожицу. Вот так. Вот мы сняли, идеально сняли кожицу. Видите, кожица снялась идеально. Ну, нарежем рыбку кубиками. Ребята, здесь рыбы ровно на 3 порции супа. На 3 порции супа.
Наша рыбка нарезана. Отлично. Давайте мы ее пока в посуду. Вот такие красивые кусочки. Смотрите, какая рыба. Свежайшая. Запах обалденный. Свежайшая рыба. Свежайшая. Вот так. Тут же возьмем пакет, чтобы рыба у нас не заветрилась в холодильнике. И пока возьмем ее в холодильник. Очень жарко, очень. Вот так. И поставим ее в холодильник. Ну вот, ребята, пока варится у нас рыба, мы делаем юху, отвар с рыбы. Мы пока нарежем мелко лук-порей, половинку морковки нарежем, возьмем сливочное масло, возьмем другую кастрюльку и будем тушить лучок, морковка в сливочном масле. Поехали! Ребята, все класс. Подписывайтесь на канал, и вам будет очень вкусно, я вам обещаю. Ну вот так, ребята, тонко нарезаем наш лук-порей. Тоненькие колечки должны быть. Хотя в нашем случае не важно, тоненькие они будут или толстые. У нас есть интересный способ. Мы сделаем сегодня кремистый суп рыбный, финский. И он будет очень вкусный, я вам просто обещаю это. Вы обязательно должны повторить мой рецепт. У меня здесь даже весы, ребята, я все взвешивал перед тем, как сделать рецепт. Все в граммах у меня будет написано или в видео, или внизу под видео. Смотрите внимательно. Вот мы нарезали лук-порей. Сейчас мы нарежем морковку. Тоже не важно, как ее резать, потому что у нас есть один секрет. Все. Вот так, ребята. Я вам просто обещаю, что супец будет идеальный, кремистый, насыщенный, обалденный, сливочный, обалденный будет суп. Только обязательно повторите по моему рецепту. Подписывайтесь на канал. Я уже не говорю про лайки. Хотите, подписывайтесь вообще-то. Хотите, не подписывайтесь. Ваше дело. Просто посмотрите и возьмите на вооружение этот рецепт. Не забывайте. Ну вот, поставили кастрюльку на огонь. Сейчас бросим масло сливочное. Потом лук-порей и морковка. А пока запах такой стоит от супчика нашего. Суп уже стал пахнуть рыбой, кстати. Он еще не закипел, уже очень чувствуется рыба и специи. Обалденно. Обалденно, ребята, вот. И я вам говорю, не ленитесь, сделайте именно вот такой суп по моему рецепту. Я вам покажу маленький секрет. Тот, кто не любит чувствовать текстуру лука, я вам покажу, что мы будем делать. Вот мы берем маслице сливочное. Но маленький кусочек мы оставим. Слышите? Давно не чувствовал запах сливочного масла. Мы сейчас добавим масло виноградной косточки. Оно нейтральное, оно не дает запах. Очень хорошее масло, ребята, очень хорошее. И без запаха. Буквально столовую ложку. Почему? Чтобы сливочное масло не горело.
Ну и вслед отправим морковку. Сейчас будем снимать пенку супа. А морковка пусть тушится с луком. Ребята, пока варится суп, тушится морковка, мы с вами будем нарезать картошку. Чуть меньше кубиками, чем мы нарезали рыбу. Ну и также мы будем нарезать маленькими слайсами морковку. Ребят, этот рецепт на 2-3 порции. Ну вот, бульончик стал кипеть, появилась пеночка. Давайте собирать пеночку только так, чтобы не захватить заодно и специи наши горошком. Нам нужна золотистая корочка от лука-порей. И размягчение, немножко размягчения морковочки. Да, ребята, я сейчас совсем забыл. Для свежести мы добавим вот такой вот кусочек сельдерея по веточке, палочку сельдерея. Это достаточно будет. Это даст нам свежесть, хотя не все любят сельдерей в ухе, или даже не все рекомендуют. Но мы дадим нотку свежести. Вот этого достаточно будет. Вот этого, ребята, достаточно. Ну вот, ребята, наш лук размяк вместе с морковкой. Стал прозрачным. Запах обалденный стоит. И морковка стала мягкая. Ну, будем выключать суп. Выключим и процедим наш суп. Ну вот, ребят, наша рыбка сварилась. Смотрите, какая она стала. Будем вынимать ее. Для тех, кто любит вареную голову, пожалуйста, вот так. Поставим ее в сторонку, чтобы она не мешала. А вместе с тем возьмем супчик, поставим его в бок. Сделаем меньше огонь. Поставим другую нашу кастрюльку на огонь. Возьмем сеточку. Половничек возьмем. И будем процеживать наш бульон. О! Вам просто надо это видеть и чувствовать, какой запах обалденный пошел. Мы же не забываем, душистый перчик у нас все-таки присутствовал, и лавровый лист. Ну и потихонечку, не будем спешить, будем чистить наш бульончик. Напоминаю, мы наливали 2,5 литра. Ну, в ходе варки мы не закрывали крышкой, может быть, миллилитров 100-150 испарилось. Все. Вот отлично. А
А теперь мы сделаем интересный ход. Мы возьмем погружной блендер и все проведем в крем. Взбиваем наш супчик. Если не будете пульсировать, у вас все будет на вас и на полу. Ребята, посмотрите, какого цвета кремового, насыщенного получился наш суп. Посмотрите, какой цвет красивый. В принципе, картошку и морковку все вместе. Ребята, только не выключайте ролик, посмотрите его до конца. Будет очень вкусно. И воспользуйтесь моим рецептом. Посмотрите, какая красота у нас уже получилась с вами. Чувствуется перец, чувствуется лавровый листик. Душистый перец чувствуется немножко. Мы достали рыбку. Сейчас мы немножко ее оттеплим. И когда картошка будет готова с морковкой, мы ее бросим в кастрюльку. Если вы хотите сделать вкусный соус для салмона, печеного или на гриле, возьмите сливки 27%, поставьте их на огонь, чтобы они немножко не покипели, а просто чтобы они немножко загустели. Потом в эти сливки добавьте мелко нарезанный чесночок, мелко нарезанный укроп, закройте крышечкой, пока мясни полностью остынут. Вот тогда вы попробуйте, как они подходят к вашему салмону. Будет очень вкусно. Сделайте вот этот соус и напишите мне, пожалуйста, вам понравился он или нет. Конечно, соль, специи по вкусу. Смотрите, ребята, какая-то красота. Все готово, все ждет своей очереди. Посмотрите, какого сливочного цвета у нас отвар. Посмотрите, какая красота. Это из-за того, что мы взбили лук-порей в масле, который был, и морковочку. Посмотрите, какая красота. Вот такая красота у нас с вами, ребята, и получается. Какой насыщенный сливочный запах стоит. Вы знаете, это чуть-чуть сельдерея, он тоже дал свою нотку. Запах свежести. Сельдерей, много его не надо. Его надо буквально 10-15 грамм. Он придаст свою свежесть, и вы будете его улавливать нежные нотки свежести сельдерея в наваре. Это букет вкусов. Вы просто не представляете, вы берете, я взял, попробовал, и вау! Все рецепторы, которые есть во рту, они тут же раскрылись. Обалденный суп, обалденный, ребята, делайте. Ребят, это мой рецепт. Я показал вам, как я вижу рыбный сливочный суп. В каких пропорциях, какие вкусы должны быть. Но если вы любите немножко остринки, добавьте белый перец. Белый перец очень хорошо подходит к рыбе. Я не стал добавлять, потому что я вам уже говорил, у нас никто не любит острого, кроме меня. Да, и не пропустите, на канале еще будет прекрасная аджика, которую я делаю уже много лет.
Наша картошка готова. Мы ее проверили, мягкая. Такой запах стоит, обалденный. Мы будем опускать рыбу. Ребят, засекайте ровно 6 минут. Поставьте себе таймер. Таймер, 6 минут. И сразу же к рыбе отправьте маслица. То, что мы оставили с вами, если вы помните. Отлично. Увеличьте огонь и закройте крышкой. 6-7 минут. Не переварите рыбу. Я даже у себя поставлю таймер. Ребята, многие думают, что я затягиваю видео, но я специально делаю поэтапно, чтобы вы посмотрели, как оно варится, и повторить мой рецепт. Этот рецепт можно сделать за 2-3 минуты, но этапно, как оно все делается, как оно все варится. Ну и просто поговорить с вами, я вам плохого ничего не сделал. Мне просто интересно ваше мнение, чтобы поделиться своим рецептом. Мое видение этого сливочного рыбного супа финского. Ну вот, ребята, посмотрите. Джакузи. Джакузи нашего Соломона. Посмотрите. Какая красота это, посмотрите. Как красиво, посмотрите. А какой запах обалденный стоит. Посмотрите. Это еще без зеленушки, укропчика, и без сливок. Сливки мы не брали сильно жирные, мы брали сливки 10%. Тут достаточно, и масло есть, и сама рыба Соломон, сам отвар был жирноватый. Достаточно 10%. Но если вы хотите более ощущать вкус сливочности, можете добавить, если вы любите больше сливки, более насыщенные, более жирные. Можете купить себе, можете добавить сливки более жирные, если вам нравится. Но не надо, но уже лишнее не надо тоже. Вот зазвенел наш колокольчик, прошло 6 минут. Значит, мы можем вливать сливки. Обязательно нужно уменьшить огонь. Обязательно уменьшите огонь. Сливки не должны кипеть в воде. Подождите, когда бульон немножко успокоится, тогда можете добавлять сливки. Вот такая вот красота, ребята. Посмотрите, какая красота-то получается. Вот то, что я говорил. Бульончик успокоился, добавляем сливки. И прогреем их немножко, сливки, прогреем вместе с бульоном, чтобы произошло насыщение всех ингредиентов, которые находятся у нас в этой кастрюле, сливками. Закроем крышкой и подождем еще 5 минут. Да, и еще очень важно, то, что я хочу вам сказать. Не доводите сливки до кипения. Они просто или свернутся, или будет расслоение. И просто испортите продукт. Поэтому у вас всегда на кухне должен быть градусник. Держите суп в пределах 90 градусов, чтобы не было усиленного бурления, кипения. Это достаточно будет. Ну вот, очередной колокольчик зазвенел, сказал, что пора выключать. Наши сливки
Прогрелись. В течение 5 минут, обратите внимание, они не кипели у меня, сливки. Обратите внимание на температуру. 90 градусов. В таком состоянии они прогревались буквально 6-5 минут. Обязательно ставьте всегда таймер. Ну все. И закроем крышкой. Выключим и пусть набирается. Минут 10, даже меньше, наверное. Ну, 10 минут достаточно, я думаю, будет. Но, ребята, пришло время попробовать. В Финляндии сегодня рыбный день. Четверг. Давайте попробуем красоту, которая у нас получилась. Присыпем еще зеленушкой. Люблю много зелени. Посмотрите, какая это красота у нас получилась. Ну вот, ребята, суп наш готов. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какой супчик у нас получился. Красивый и шикарный. Ну, давайте его попробуем. Ребята, объявляю, в Финляндии четверг, рыбный день открыт. Рыбный суп готов. Давайте попробуем его. Ух ты. Да. Финны знают, что едят. Хорошо все-таки, что мы с вами взбили в начале блендером лук-порей с морковкой. Получилась такая кремистая структура супа. Масло сливочное и сливки придали сливочный оттенок. Ну а рыба здесь бесспорно лидер. Очень вкусная, нежная. И не зря мы с вами добавили немного сельдерея. Он просто придал свежесть. Немного. Его так как такового... Его как такового не чувствуется сельдерея. Но нотка привкуса его осталась в супе. Ребята, делайте такой суп рыбный. Ну, хотите, называйте его уха. Он очень вкусный. Все ингредиенты будут у меня или в ролике, или под роликом в описании. Но досмотрите до конца и приготовьте такой суп. Поверьте мне, вы не пожалеете. Единственное, если вы любите жирные сливки, добавьте жирные сливки. Но я думаю, в этот супчик подойдет еще, может быть, даже чуть-чуть сметанки. Можно разбавить эту сладость сливок кислинкой, сметаной. Давайте попробуем со сметанкой вот этот супчик. Ребят, ну со сметаной он раскрывается совсем по-другому. Вы попробуйте со сметаной и попробуйте без. И обязательно напишите мне в описании, в комментариях, как вкуснее, со сметаной или без. Ну, будем прощаться. Суп остывает, вы сами понимаете. Всем мира, добра, здоровья. Спасибо подписчикам и просто случайным людям, которые проходят возле моего канала, пытаются посмотреть. Я очень вам благодарен. До свидания, до новых встреч.